Доброго всем времени суток, друзья. Также продолжаем читать книгу «Башня с воспоминаниями». Сегодня мы вдвоем с Лёлечкой читаем главу 14. Называется она «Доверие». Нэнси низко опустила голову. «Ты сделаешь доставку в аптеке в понедельник или вторник? Может быть, Кроуздейлу или даже Гринстоуну?» — спросил мэр Ильма. Дедушкин фамилию он произнес так, словно это его заклятый враг, с которым он вот-вот сойдется на дуэли. Нэнси украдкой взглянула на него. «Боюсь, нет», — ответил Ильм. Спокойно ответил Ильм. «Вы же знаете, мама не позволяет мне иметь дело с Гринстоуном». У мэра дернулась нижняя челюсть и потемнели глаза. Конечно, она совершенно права. Было бы неблагоразумно кому-нибудь в этом городе поддерживать связь с мистером Гринстоуном. Почему? Нэнси не сразу поняла, с чего это мэр, миссис Кавендиш и Ильм внезапно оставились на нее. Но вдруг с ужасом осознала, что произнесла вопрос вслух, и ее бросило в жар. Мэр посмотрел на Нэнси, затем на Виолетту и нахмурился. «Это твои подруги, Ильм?» Он стал еще пристальнее разглядывать девочек. «Представь нас друг другу. Они уже уходят», — быстро ответил Ильм. Нэнси поймала взгляд мальчика, он попытался молча подать ей какой-то знак, мэр, моргая, ждал. Нэнси сдаила дыхание. Она надеялась, что Виолетта увлечена каталогом и не станет болтать. «Я сказал, представь нас друг другу». Мэр произнес эти слова четко, с таким выражением, что стало понятно, он не отступит, пока не добьется своего. Миссис Кавендиш ободряюще улыбнулась Нэнси. «Не стесняйся, дорогая». У девочки пересохло во рту. Мэр продолжал пялиться на нее. Его белые, будто гипс, щеки покрылись красными пятнами, и он вдруг закашлялся, закрывая рот рукой. Миссис Кавендиш засуетилась вокруг мэра, словно наседка вокруг цыплят. «Что с вами? Вы не здоровы?» — воскликнула она. Волновалась она. «Принести вам стакан воды, мистер мэр?» Задыхающийся глава города не мог говорить и только энергично закивал. Нэнси беспомощно стояла у прилавка. Казалось, грозный мужчина сейчас повалится на пол галантерейной лавки. Вскоре он откашлялся и повернулся к Нэнси. «Наверное, за завтраком в горле застряла рыбная кость», — слабо проговорил он. Взял у миссис Кавендиш стакан воды и, не отрывая глаз от девочки, выпил его залпом. Потом отдал хозяйке лавки пустой стакан и осторожно подошел к прилавку, косясь на перевязанный локоть Виолетты. К удивлению Нэнси, он взял двумя пальцами испачканный кровью платок и брезгливо поднял его перед собой, словно дохлую крысу. «Это что еще за антисанитария?» «Чей это платок?» — возмутился мэр. «Мой?» — чуть помедлив ответила Нэнси. Глава города отдал ей платок, и девочка сунула его в карман фартука. «Это ты обшила края тьмой? У тебя золотые руки», — защебетала миссис Кавендиш, стремясь разрядить опасно накалившуюся атмосферу. Мэр неожиданно повернулся к двери и пробормотал. «У меня сегодня еще много дел». Он надел шляпу и дотронулся пальцами до ее края. «Всем доброго дня!» Мэр вихрем вылетел из магазина и двинулся вниз по холму. Хорошо, что Нэнси не пришлось называть своего имени и отвечать на настойчивые вопросы спесивого господина. От облегчения девочка почувствовала слабость в ногах. «О, Господи!» — чуть слышно произнесла миссис Кавендиш. «Нужно выпить чаю и прилечь отдохнуть». «Я заварю, мама. Иди ложись», — сказал Иль, обняв мать за талию и быстро целуя ее в щеку. «Ты очень заботливый, Иль», — невесело улыбаясь, ответила миссис Кавендиш. «Пойдемте, я вас провожу», — позвал Иль девочек, жестом приглашая следовать за ним. Нэнси поблагодарила хозяйку галантерейной лавки за то, что она перевязала локоть Виолетты. «Мне это не трудно. Заходите к нам снова», — с рассеянной улыбкой проговорила миссис Кавендиш. На улице Иль проводил взглядом быстро удалявшегося мэра. Нэнси увидела, как глава города остановился и раскланялся с двумя дамами, одетыми в черное до посещения церкви. Сейчас он вел себя по-джентльменски, словно дурное настроение рассеялось под лучами солнца. Он, видимо, удачно пошутил, потому что по улице разнесся смех женщины. «Сочувствую тому, как он обошелся с твоим отцом», — сказала Нэнси Ильму, поглядывая на Виолетту, которая рассматривала витрину галантерейной лавки. «Отвратительный тип. Моего дедушку он тоже притесняет. Удивительно, что он так мило беседует с теми женщинами». Ильм гневно сдвинул брови. «Он распространяет гнусные слухи о мистере Гринстоуне, которым я не верю. А и моим отцом он крутит как хочет». Мальчик стиснул зубы. Они немного молча постояли, наблюдая, как мэр любезно прощается с дамами и продолжает свой путь по Абигейл-стрит. На углу он оглянулся. Издалека трудно было сказать, куда именно он смотрит, но Нэнси не сомневалась, что это Эдди. Вчера он приходил к дедушке в аптеку и говорил какой-то вздор про то, что
В травяном чае, который он продал одной покупательнице, нашли масляный помет. Он об этом болтает в городе?» – спросила Нэнси. «Да, в таком духе». «Из-за него мистер Гринстоун потерял большинство клиентов», – хмуро ответил Иван. «Не понимаю, зачем ему это и почему он так издевается над твоим отцом?» – пылая от возмущения, сказала Нэнси. «Если бы я знал, то не сидел бы сложа руки», – ответил Иван. Нэнси заметила, что у мальчика все еще сжаты кулаки, и он весь дрожит. «Когда ты в следующий раз принесешь продукты, дедушка?» – спросила она. «Завтра утром в 7», – ответил Иван. «А что? Не могу видеть, как мэр обращается с людьми. Сейчас мне нужно идти, необходимо отвезти Виолетту домой. Но позже, может, ты расскажешь мне о городе побольше, чтобы я поняла, что здесь происходит», – предложила Нэнси. Иван сунул руки в карманы брюк. «Думаешь, ты можешь чем-то помочь?» «Я должна хотя бы попытаться», – решительно произнесла Нэнси. Иван кивнул. «Завтра я могу прийти на час раньше. Мистер Гринстоун дал мне ключ от аптеки». Нэнси быстро улыбнулась. Раз дедушка доверил мальчику ключ, значит, и она без сомнения может всецело доверять ему. А чтобы разгадать все тайны, ей понадобится любая помощь. Вот и все, мы закончили читать главу 14. Следующий урок – как убедить других вечер. Спасибо, что слушаете нас. Ставьте лайки, спокойной ночи.